Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Баран и Дилан очень удивляются, когда видят Чинара в машине, и хотя они спрашивают его, почему он сел в машину, Чинар не отвечает. Дилан и Баран выходят из машины и решают не возвращаться, говоря, что было бы пустой тратой времени, если они вернутся и оставят Чинара позади и сообщат об этом его семье в особняке. Пока Тарик задумчиво сидел в комнате, подошла госпожа Хаджер и спросила: «Как ты думаешь, почему Акиф пришел?» Когда госпожа Хаджер спрашивает, почему она и Дилан внезапно покинули особняк, Тарик отвечает, что было бы плохо, если бы Баран заметил идею о том, что кто-то последует за ними. В то же время, когда госпожа Хаджер говорит, что нам нужно держать Чинара подальше от них, Тарик Чинар говорит, что он мой сын, и я никому его не отдам. Тем временем Баран звонит Тарику и говорит ему не беспокоиться о том, что Чинар будет с ними, а затем вешает трубку. Тарик злится на Джейду за то, что она не может позаботиться о Чинаре, и сердито зовет Джейду из комнаты. Когда Баран говорит, что голос Тарика немного нервный, Дилан говорит, что когда он не смог найти своего сына, он занервничал и искал его повсюду. Затем он вспоминает, как несчастны были они с Бараном, пока искали Мирана. Тарик злится, потому что ты не можешь найти Джейду и позаботиться даже о ребенке. Джейда напоминает Тарику о том времени, когда они дали Мирана ей на руки, и говорит, что когда вы сказали, что вас заставят стать матерью, я сказала вам в тот день, что не буду матерью чужому ребенку. Когда Баран и Дилан хотят поговорить с Чинаром, Чинар спрашивает: «Разве ты меня не накажешь?» Несмотря на то, что Дилан спрашивает, почему мы должны наказать тебя и пойти погулять на некоторое время, Чинар не отвечает, тогда мы принимаем это, когда и Дилан надевает пояс. Тарик и Джейда продолжают ссориться из-за Чинара. Он говорит, что вы правы, что успокоили Тарика, но не стоит ему так доверять, относитесь к нему так, как он заслуживает, и наказывайте его, я говорю это для его же блага. Пока Баран вел машину, он сказал себе: «Миран, сын мой, я так скучаю по тебе. Мне бы хотелось, чтобы именно ты сидел на этом сиденье. Если бы ты был жив, ты был бы таким же высоким, как Чинар». Прав ли Дилан? Мурат что-то знает. Одна часть меня хочет верить, что ты жив, другая часть меня говорит: а что, если тебя нет в живых? Я не знаю, сможет ли мое сердце снова вынести эту боль, особенно Дилан, как он сможет вынести эту боль, и Дилан вспоминает несчастный случай, который произошел с ними, когда они собирались в то время ехать в Германию. Баран приходит на место встречи и выходит из машины. Дилан и Чинар ждут его в машине. Несмотря на то, что Баран стучит в дверь дома, к которому он приходит много раз, никто ее не открывает. Пока Баран продолжает стучать в дверь, кто-то приходит и спрашивает, на кого он смотрит, говорит Мурат Кара. Мужчина говорит, что его нет дома, и я скажу ему, когда он придет. Баран оставляет свой номер и говорит, что был бы рад, если бы связался со мной как можно скорее. Когда он возвращается к машине, Дилан спрашивает: «Ты быстро вернулся, что случилось, что сказал мужчина?» Баран говорит, что его нет дома, и сообщит ему, когда вернется. Дилан говорит, что теперь будем делать. Такого быть не может, у меня нет ни сил, ни терпения сопротивляться. Баран хочет его успокоить, говоря: «Не волнуйся, мы найдем его и выясним». Когда Тарик спрашивает Джейду, мог ли брат Джейда разговаривать с кем-то в тюрьме, Джейда отвечает, что мой брат не будет делать ничего, что могло бы поставить его семью в беду, но Тарик говорит, что я надеюсь, что в противном случае это не пойдет ему на пользу. Когда она спрашивает свою мать, что случилось с Тукбой Берфин, сотрудницей дома, которая нездорова, ее мать Хаджер Ханем ругает ее, говоря, что она тебе сказала. Баран и Дилан проверяют рот Чинара, чтобы узнать, голоден ли он, но Чинар не открывает рта и не произносит ни слова. Баран говорит, что я тоже голоден, я отвезу тебя в очень красивое место. Когда Тарик беспокоится, что они еще не вернулись, и хочет позвонить, госпожа Хаджер не позволяет ему привлекать к себе ненужное внимание. Когда Баран и Дилан говорят, что они не причинят вреда Чинару в Берфине, и госпожа Хаджер, и Тарик внутренне злятся.
Когда Баран и Дилан приходят к месту, где собираются поесть, Баран пытается вытащить Чинара из машины, но думает, что Чинар собирается его застрелить и закрывает лицо руками. Когда Беран видит эту ситуацию, он говорит: «Не грусти и не бойся, я не причиню тебе вреда». Баран держит ее за руку, переходя улицу, и они все вместе переходят улицу. Когда госпожа Хаджер не может найти молитвенное ожерелье Чинара, она волнуется и не может его нигде найти, говоря, что ей нужно найти его до того, как его увидят Дилан и Баран. Госпожа Азади пытается расслабиться, читая Коран в тюрьме. Их соседи по палате дарят госпоже Азади подарок и благодарят ее за освобождение. Потому что госпожа Азади не жалела своей помощи, чтобы их дети могли учиться и трудоустроиться. Когда Дилан и Баран спрашивают Чинара, чтобы они хотели съесть, они с удивлением узнают, что Чинар не знает, что такое пицца и гамбургер. Дилан говорит, что я думаю, что это очень вкусная вещь, давай закажем гамбургер для Чинара и даже съедим его и сопровождаем его. Увидев, как Чинар внимательно смотрит на парк, Дилан говорит: если хочешь, можешь поиграть в парке. Когда Чинар отвечает: я не хочу, чтобы дети играли в парке, я же говорил тебе, что я не ребенок. Дилан и Беран жалеют его. Когда Чинар смотрит на еду, Дилан спрашивает: я могу помочь тебе, если хочешь. Чинар говорит: я не хочу, я могу съесть это сам, я взрослый, я могу заниматься своими делами, и бросает это прочь. Дилан и Беран понимают, что он не умеет есть, и начинают есть. Они думают вслух: давайте придержим его крепче, чтобы он не упал. Они становятся счастливыми, когда начинают есть сикамор. Затем Дилан спрашивает Барана, ел ли Миран гамбургер, и в этот момент укусы попадают ему в горло. Когда госпожа Хаджер в панике приходит в гостиную и спрашивает, куда я положил молитвенное ожерелье, его там нет. Когда Джейда говорит, что я не знаю, Тарик злится и спрашивает: почему вы об этом узнали? Когда госпожа Хаджер повторяет вопрос, Берфин говорит: я надел его на Чинара, пока она утром его одевала. Затем утром, надевая молитвенное ожерелье Берфина Чинара, он говорит ей, что защитит ее от зла. Когда Чинар спрашивает Барана и Дилана, хорошие ли они люди, Берфин отвечает ей: я не знаю, тетушка, посмотрим. Когда госпожа Хаджер беспокоит Берфина, спрашивая, почему она его беспокоит, Тарик вмешивается между ними и отсылает Берфина оттуда. Когда Чинар проливает его на себя во время еды, он паникует. Когда Дилан говорит: не волнуйся, мы вытерем это и все пройдет, Чинар удивляется, говоря: ты не злишься. Пока Дилан вытирает его, он видит сыпь на его шее и говорит Барану: посмотри, у него всегда сыпь от жары. Чинар встает из-за стола и говорит, что сыт. Госпожа Хаджер говорит: почему они не видят молитвенное ожерелье и не понимают правду, это все моя вина, я должна была потерять молитвенное ожерелье с первого дня. Когда он внезапно видит их передо мной в особняке, он задается вопросом, остался ли у него хоть какой-то рассудок. Тарик говорит, что отныне, независимо от того, будет ли кровь или кровь, никто не сможет отобрать у меня Чинар, я ни капельки не страдал, придя сюда. Госпожа Хаджер продолжает провоцировать, говоря, что они заставили вас пройти через ад, и они тоже пройдут. Пока Берфин бродит, ему звонит дядя Ахмед и спрашивает, как он, понимая, что у него плохое настроение. Он советует вам набраться терпения и не навредить себе или кому-либо еще. Затем фараон и пророк. Он читает инициалы Моисея. Когда вы говорите ему, чтобы он говорил мягко по отношению к тем, кто причинил вам боль, сквернословие разрушит ваше сострадание, глаза Берфина наполняются слезами, и когда я спрашиваю его, что делать, иногда это очень утомляет, дядя Ахмед говорит: наберитесь терпения, мой красивая девушка. Когда Дилан говорит, что Чинар построил себе большую стену, Баран говорит, что он до сих пор нас не знает и поверит нам, как только узнает нас. Когда Дилан говорит: я не понимаю, как ребенок не умеет играть в парке, есть пиццу или гамбургеры, Беран говорит, что думал, что я его ударю, когда он вытаскивал его из машины. И Дилан очень удивлен. В то время как Беран говорит, что родители воспитали его слишком опекающим, Дилан говорит, что в этом ребенке все-таки есть что-то странное. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев.
Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.